Привет, любители, профессионалы, матерые, начинающие, конкуренты и заказчики. Сегодня мы будем делать милую и симпатичную вещицу. И все, что нам понадобится, это ручной трубогиб, простой станок с двумя примитивными лекалами, либо его покупная версия. По материалу всего 10,5 метров трубы, 15 на 15, толщина стенки 1,5 мм. Здесь, как видите, 12 метров, но 1,5 из них мы просто не будем использовать. Также понадобится 3 шара, пару шайб и обрезок прута 8. Кстати, пару слов о заказчике, вернее, о конечном получателе этого изделия. Зовут ее Роза Альбертовна, особо это с крайне вредным характером. Постоянно требует к себе особого внимания и при этом всегда пытается тебя уколоть. Вот такое соседство, ребята, приходится терпеть, да еще и во всем ей потакать. Ну а понравится ей мое изделие или нет, узнаем в конце ролика. Так, перед нарезкой, как обычно, обязательно прогреем турбины и немного прогазуемся. Кстати, о размерах заготовок, они взяты из головы, никакого чертежа или какой-то конструкции я не делал и даже не рисовал. Поэтому смело кромсаем эти 4 трубы. Я думаю, Роза Альбертовна оценит. Ну вот перед вами весь наш арсенал. Это 2 трубы по 2 метра 20 сантиметров, 1 труба по 1,50 м, 2 трубы по 1,20 м и обрезки. И как я говорил, 1,5 метра у нас остается в остатке. Кстати, под прошлыми роликами никто так и не догадался, зачем это приспособление на подаренном станке. Ручной станок я тоже не забываю, как видите, ржавчиной он не покрылся. Но если хотите узнать, для чего здесь вставлена вот эта хрень, то посмотрите вот этот ролик по ссылке. Кстати, конкретно для вот этой трубы оптимальное решение, которое я нашел, это когда шов у нас сбоку. Правда, лапку едва заметно, но все-таки ведет в сторону шва. Естественно, не забываем придать окончанию полукруглую форму. И еще, может, кто-то из подписчиков посоветует проверенный наждак, ну и заодно там нужные обороты, мощность и круг. Ну а дальше совсем немного залипательного видео. А еще смотрите, как мне удалось сделать большой барашек на непредназначенном для этого лекале. Правда, надо быть очень аккуратным, чтобы в пальцы не отрезало. Все, ребят, все, что надо, нарезано, согнуто, погнуто и разогнуто. Приступаем к сварке. Вот такая, ребята, антенна у нас. Так, ребята, и возьмите себе за правило обязательно промазывать места хотя бы грунтовкой, туда, куда вы не сможете долезть к раскопультам. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и есть профессионалы, которые могут легко задуть туда материал. Так вот, очень бы хотелось посмотреть, как они это делают.
Ну а я все по старинке, кисточкой да тампончиком. Ну а теперь пришло время приварить наше заземление, и штука готова. Кстати, многие смотрящие мои ролики переживают за мое здоровье. Почему я варю в очках? Так вот, варю я как раз таки в маске, а прихватки делаю в очках. Мне так удобно. Изделие копеечное, поэтому особо заморачиваться с зачисткой не имеет смысла. Лучшая покраска, как известно, это грунт плюс краска, поэтому обязательно грунтуем даже такие дешевые вещи. И при этом пытаемся как можно больше запылить в труднодоступные места. Погода сегодня просто отличная, все сохнет на раз, поэтому нарушаем технологию и красим буквально через 20 минут. Ну и последний штрих — это нанесение патины. Недорогой проект, недорогая патина. Сюда как раз подходит церта. Ребят, обязательно ставим лайк, если ждали, когда банка с патиной упадет. Все, вот такая конструкция у нас получилась, очень легко устанавливается. И этой простотой нравится дачникам и всем тем, кто снимает подобные изделия на зиму. Я, конечно, не дизайнер, но чтобы она лучше смотрелась, все-таки хочется ее приукрасить. Не, все равно чего-то не хватает, надо добавить. Ах да, ведь мы чуть не забыли про Розу Альбертовну. Вот она, эта колючая особа. Она тоже получила свою заслуженную перголу, правда, из 15-й трубы на ребро. Поэтому привязана к этой железяке немного успокоилась, ведет себя вполне прилично. И растет строго вверх. Ну а мы вернемся и, как водится, подытожим. Всем, кому понравилась простота, лаконичность, скорость изготовления, а также крепление в землю, потрем на счастье шарик и обязательно ставим лайк, если не понравилось, дизлайк, но не забываем комментировать. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Прорвемся.